Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится с первых дней 2026 года? Что произойдет? На пороге каких событий вы стоите со дня на день? Давайте узнаем, что изменит вас, а что изменит вашу жизнь. И на картах старинного цыганского пасьянса мы рассмотрим именно события, без ненужных слов, философии. Вот нам показывают буквально карты, какие события могут произойти и с чем это будет связано. Ну, возможно, и с кем. Должна сказать, что весь январь у нас Уран находится в ретро-движении, и где-то это могут быть прежние истории, которые нам нужно, как с приставкой пересмотреть, передумать, перезаключить, может быть, какой-то договор, переписать какой-нибудь отчет. Такое я допускаю. И, конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз, расклад, а личная история каждого из вас, увы, не расскажет. Но, я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Итак, что же там случится со дня на день? На пороге каких событий стоит Дева? С чем или с кем это связано? Какие события вас ожидают в ближайшее время? В ближайшем будущем? Не вижу пока совпадений. Ладно, идем дальше. Вот есть какие-то переживания. Череп — это не есть что-то в реальной жизни. А это то, что мы думали, ну и надумали. Там целый ворох. Ну, давайте посмотрим, может быть, нам прояснят, правда, что это за задача такая. Вообще ведь спокойное течение жизни, я должна сказать. Когда не совпадают с первых дней карты, то это именно какой-то спокойный период. Или вы-то можете находиться в своих мыслях, но может быть, что-то как на паузе, да, или что-то не развивается быстро. Ну, наверное, у нас в это время все идет своим чередом. Но, тем не менее, вот да, тут спокойное, скорее, течение жизни, как минимум с первых дней января. Подкова. С одной стороны, когда-то это был символ удачи, а вообще в этом пасьянсе это символ семейного счастья. Может быть, дела домашние, дела семейные, может быть, и связанные с родственниками, у кого-то буквально с жильем, дом, да, мы говорим. У вас еще совпадает, посмотрите, мельница, какие-то пустые разговоры. Ну, может быть, есть какие-то персоны, которые пытаются вам давать ненужные советы. А вот, кстати, я не увидела, смотрите-ка. Вы о чем-то переживаете, а у нас узел, прочная связь. У кого-то в личной жизни, у кого-то это может быть по работе или какие-то договоренности. Всегда присутствует какая-то иная персона. И просто у каждого в своей сфере жизни. Но, тем не менее, любовь. Роза – это любовь. Семейное счастье, любовь, прочный союз и закрытый путь. Может быть, нет пока возможности куда-то поехать. Или, вполне вероятно, тут ведь у каждого что-то свое, вы и собирались куда-то, или к вам кто-то, но в последний момент что-то тут отменилось, пересмотрелось, опять же, передумали, может быть, и сами. Но не так однозначно. Иногда, знаете, это как сигнификация какого-то дела, которое мы доводим до логического конца, до какой-то точки. И уже мы сами как бы закрыли какой-то вопрос, словно какой-то путь, повесили вот этот замок и так спокойно вздохнули. Понимаем, что ну все, вот этот вопрос я решил или решила. Все идет как-то своим чередом. Вот снова повторяюсь. Смотрю, что еще мы можем с вами соединить по горизонтали и по вертикали. Ну, наверное, на начало года это неплохо, когда нет какой-то синкопы, да, или когда на нашу голову что-то такое, ну, ненужное, не сваливается. Вот где-то об этом карты. Но есть какие-то мысли, мои дорогие девы, ну, которые вас... Как будто тут ведь все неплохо, правда? Более чем. Подкова прямо в центре у нас. Но вот о чем-то девы думают, что-то покоя не дает. Давайте с вами узнаем на картах Таро, так что же для вас прояснится, мои дорогие девы, с первых дней года?
со дня на день. Что уйдет или что вы завершите, быть может, с чем вы определитесь. Может быть, и откажетесь сами, я это тоже не исключаю. Раньше это было актуально, а теперь вы скажете: да, ну, теперь это вообще не имеет никакого значения. И что нового войдет в вашу жизнь со дня на день или в первые дни года, что будет, возможно, продолжено как-то, да, переделано вами. Давайте узнаем, что прояснится. Ого, а вы тут что-то и не проясните, я бы сказала, потому что тут действительно у вас как всему свое время. У вас аркан фортуны, сейчас фортуна на вашей стороне. И даже если у вас в каких-то делах, вопросах идут задержки, тогда просто знайте, ну это как вот для фортуны, как будто это нужно, вам это во благо. Или пусть даже, хотя эта карта подразумевает, что сидели мы так вот спокойно, да, ну вот шло все своим чередом, а в какой-то момент, день самого начала года, возможно, вам и придется быстро себя как будто собрать и куда-то поехать, потому что по колесу фортуны, ну, все-таки есть такое значение, что мы должны действовать без промедления. И если вдруг какая-то оказия, или мы можем именно сейчас какую-то встречу осуществить, или куда-то поехать и прояснить тот или иной вопрос, вот именно потому, что фортуна нам где-то говорит, не теряй времени даром. Мы знаем, что колесо, да, имеет цикличность. Сначала как будто наверх идет колесо, достигает пика, а потом будет неизбежен спад. Но это как наша жизнь. Поэтому для вас и вот именно этот момент, контекст не потерять времени даром, все-таки держите это где-то, ну так, в фокусе своего внимания. Сейчас мы узнаем, а в чем же вам тут фортуна помогает и что же для вас прояснится со дня на день. Ну, не говорят, говорят лишь о том, что туз кубков, мои дорогие, это будет что-то радостное, это будет что-то доброе. Это, ну, может быть, и какая-то личная история, которая касается любви. Все-таки, опять же, у нас семейное счастье. Может быть, это какие-то вопросы по части ваших родственников, близких. Вас что-то обрадует. Или, может быть, прояснится какой-то вопрос. И это будет связано либо с внешними событиями, либо, может быть, с конкретными людьми. У кого-то и по работе, почему нет? Но здесь вот для вас вот эта фортуна складывает удачное, я бы сказала, стечение обстоятельств, чего нельзя упустить. Ладно, а что ж тогда уйдет? Ну вот четверка, знаете, по четверке пентаклей, тут, с одной стороны, ничего плохого, ведь эта карта, да, иногда идет такое значение, как, ну, жадина, да, ну, а может быть и не жадина, а рачительный хозяин, правда, все имеет свои грани. Но есть такой момент, что мы где-то подзастряли в каком-то моменте. Возможно, что-то нам и надоело, какой-то нам пейзаж уже, который не меняется все никак. Очень хочется изменить наоборот. Тут мог быть какой-то застой попросту по этой карте. Ну вот, наверное, говорила и еще раз повторю, мои дорогие девы. У каждого в своей сфере жизни. Вы на пороге перемен. Причем очень каких-то серьезных, важных. Вас будет, безусловно, что-то радовать. Поэтому, если что-то как стало опять же на паузу или что-то задерживается, не торопите события, не торопите время. Вы люди деятельные, вы люди надежные. Но 20-й старший аркан– это ведь возрождение. Избавление от боли, избавление от страданий. Тут внешние именно события для вас складывают именно те ситуации, в которых нужно оказаться или пройти, и они произойдут ровно в тот момент, ну, наверное, как по воле высших сил. Это вы сейчас на пороге совершенно какого-то нового качества жизни. Что еще уйдет? С чем это связано? Да, у кого-то может проиграться окончательное решение по части, ну, может быть, любимого человека или, ну, я имею в виду пара, да, ну, может быть, встречались. А здесь кто-то задумается о смене статуса, вполне вероятно, старшие арканы. А королева кубков– это очень часто супруги проходят. Может быть, это у кого-то конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. И есть какое-то взаимодействие. Но часто, знаете, тут тоже могут нам говорить вот об этом каком-то застое, да, потому что по королеве кубков это идет безусловная любовь. Это мы любим, просто любим
до какого-то самоотречения, до самопожертвования. Вот вы тут что-то подобное можете пересматривать, и это будет касаться личной жизни. Что же нового войдет в вашу жизнь? Какой-то лабиринт у вас заканчивается, да? Тут может быть известие, причем такое быстрое, или ваше быстрое какое-то решение. Вы быстро как-то проанализируете. Может быть, это вот и есть какие-то переживания, которые тянутся какое-то время. И вы думаете, получится, не получится. И я бы не сказала, что тут на 100% какая-то история разрешится. Скорее всего, мои дорогие девы, вы увидите, как под другим углом какой-то давний вопрос. И вы для себя вот эти приоритеты правильно расставите. Это будет означать, как что новое, но как совершенно новое и качество жизни, возможности, но где-то это может сопутствующая информация быть. Что же нового войдет в вашу жизнь? Ну вот я говорила, до самоотречения. Тут, знаете, как нужно оставить за спиной, в прошлом, какие-то все разочаровывающие ситуации. Вот фортуна вам и помогает, может быть, на смену вот этой тройки мечей. Ведь тройка, опять же, это карта будущего. И кто-то спросит, это что меня в будущем ожидает? Нет, мои дорогие, вот в этой колоде очень так наглядно художник прорисовал. Вас как будто нет в прошлом. Зачем жить мыслями о прошлом? Смятая постель, вот это исписанный дневник, разлитые теперь чернила, вот этот бесконечный дождь за окном, да и сама комната такая мрачная, какая-то холодная, неуютная. Это осталось только в прошлом. И тот человек, который был здесь, он словно сделал аффирмацию, макет из сердца и 3 меча, которыми он пронзил вот этот макет. Поставил 3 жирные точки в чем-то и вышел, ушел. Новое как будто напрямую зависит от ваших решений, которые касаются прошлого. Вот вы знаете, я вам скажу, однозначное решение девы могут принять, что есть некоторые персоны в вашей жизни, от которых вам нужно либо держаться подальше, либо вы рассмотрите такую тактику, что мне нужно из каких-то отношений, взаимодействия. Тут может быть и по работе. Почему нет? Есть люди, которых мы не можем исключить. Коллеги, соседи, наши какие-нибудь родственники далекие. Тут по-разному бывает. Когда вы могли долгое время кому-то помогать, вы в чем-то могли участвовать. Ведь всегда по 7 жезлов. Мы, знаете, вот со всем сердцем кому-то помогаем или с мерой ответственности, а вы особенно ответственные люди. Мы делаем какую-то работу или вот эту помощь оказываем, а взамен мы ничего не получаем. Только потраченные силы, упущенное время, может быть, упущенные собственные какие-то возможности, потому что мы включились в какую-то многозадачность, которая интересна кому-то. И вот в результате такая тройка мечей. Что же нового придет? Но нам снова говорят, тебе сейчас дается, дева, время в первые дни 2026 года подвести итог и поставить в чем-то точку. Может быть, это не то, что мы, так вердикт вынесли и всем объявили. Нет, это мы, может быть, и сами будем красиво уходить из чего-то или из какой-то такой замшелой ситуации, которая, как по Хирону Вовне, правда, как какой-то повторяющийся сценарий. Вот нужно выздороветь, мои дорогие, вам. И я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, это карта трансформации. Освободиться, вот посмотрите, такие карты собрали вы. 5 кубков – это карта апатии. Вот у кого-то апатия, сомнения, потому что что-то там в прошлом не получилось, не состыковалось, не срослось. Может быть, и отношения. Может быть, это касается именно сферы ваших достижений. Но всегда говорю по этой карте словами Клаудио Пенейро. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Вот вам нужно выбросить эти осколки и вымыть пол. Давайте карту совет. А на кону, посмотрите, любовь, счастье, какой-то прочный союз. И не важно, что этот человек один. В наше сложное время, наверное, этого уже достаточно. Вот ты будешь слышать много информации. Тебя будут опять 5 жезлов, 7 жезлов. Тебя будут как бы наново пытаться куда-то втянуть в какие-то вопросы, навешать, может быть, и какие-то ярлыки. Или вот, знаете, действовать люди будут именно по привычке. Может быть, вам, мои дорогие, где-то вот эти все карты, что нового вам как будто нужно сломать, о себе
сложившийся стереотип или шаблон у людей. Так устроен человек, психика человека, что первое впечатление, оно самое яркое. Вот по какой-то причине, не случайно говорят, встречают по одежке. Да, провожают по уму, но все-таки одежку-то мы никуда не денем, да? Или вот тот имидж, который мы себе когда-то создали, нас уже в каком-то привычном формате без конца люди воспринимают. А мы уже изменились. Вот вы, мои дорогие, вы уже изменились. И самое время сломать вот этот стереотип. Может быть, кто-то будет менять имидж, почему нет? Потому что кто-то может тут начать с учетом, кстати, планетарных транзитов. Я такое допускаю. Там планетарный транзит Сатурна у нас начинается именно такой, который нам, а Сатурн это провластная планета, нам как будто бы тут действительно как такой экзамен жизни мы проходим. Он будет помогать избавиться от каких-то привычек. Ну, может быть, и вкалывать до седьмого пота у кого-то похудеть, например, у кого-то там другие привычки, правда? Мы вот именно себя перестраиваем немножко на новый лад, а тут уже у нас будущее на пороге, да, события на пороге. Тут для нас и фортуна помогает, для того, чтобы быть более счастливым. Но люди еще не перестроились. Будьте готовы к тому, что информация может быть искаженной, ну и будут в вашей жизни те люди, которым, ну, не очень доверять можно. Совет. Опять же, куда-то не торопись. Я уже в который раз об этом говорю. Потому что тут как регламент вашей судьбы. Девятка жезлов. У тебя тут постепенно все само как будто завершается. Или жизнь вас подводит к какому-то итогу. Но будет у вас совсем скоро тот момент, когда вы себе скажете «пора». И также все же есть те вещи, мои дорогие любимые девы. Вот так вот, может быть, отстраненно, то есть не добавляя эмоций. Есть те сферы жизни, где вы должны сказать, вот здесь я сделал все, что мог. Ну, или сделала. Перекладывайте на себя, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации. Я оставлю ссылки в описании под видео, а также ссылка на телеграм-канал. На телеграм-канале я собираю как бы контент, который присутствует и на разных каналах YouTube, и также на моем сайте. Кому-то, возможно, в одном месте будет удобнее. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.